В дальнейших наших разъездах по возвращенным в ходе осенней войны районам менялась погода, ландшафт и дороги. Оставались неизменны развалины и запустения. И каждый раз, въезжая на эти территории, приходилось проходить проверку на контрольно-пропускных пунктах. Это место называется Физули-Харадис. Вот здесь тоже мы видим блокпост, через который проехать нельзя. Дальше вот дорога идет, которой можно попасть. Это Зангилан, это как раз место, где граница проходит с Ираном. И она тоже была под контролем армянских войск. И отсюда же есть дорога в Лачин. Да, это знаменитый Лачинский перешеек, это Лачинский коридор, через который можно было попасть типа на Керт и так далее. Это очень всегда считалось таким важным с стратегической точки зрения дорогой. Но очень хорошая дорога. Недавно ее сделали, после 2016 года. Но вот попасть туда можно только по спецпропускам. Вот сейчас мы видели, проехала в основном строительная техника. Но это понятно, потому что очень много восстанавливать надо. Я надеюсь, что мы сейчас попадем и дальше. Нас предупреждают, что везде можно будет двигаться только там, где разрешено, потому что очень много мин. Ну вот сейчас мы едем по дороге в сторону иранской границы. На самом деле вот за мной уже видно горы, и это иранская граница. Эта территория, по которой мы сейчас едем, контролировалась армянскими войсками. И как раз в этом направлении были очень серьезные бои, которые развернулись вот во время последних событий. Собственно, то, что здесь эти бои были, и что очень много было техники, мы еще увидим по дороге. Следы этой войны будут видны повсюду. Мы сейчас находимся в месте очень активных боев. Это Джабраильское направление. Здесь очень ожесточенные бои шли. Азербайджанская армия шла вот оттуда, наступала. С той стороны Физулинское, Джабраильское направление. Вот мы видим здесь остатки бронетехники, которая была подбита. Везде стоят доты, везде противотанковые рвы, различные укрепления и так далее. Вообще сейчас это закрытая зона. Мы проезжали несколько блокпостов, которые даже снимать нельзя. И сюда пускают очень мало людей. Вот мы буквально в нескольких десятках людей, включая и азербайджанских граждан, которые здесь побывали. Поэтому это вот то, что мы сейчас видим, это действительно уникальные кадры. Харадис, Джабраил, Физули – это населенные пункты, часто упоминались и во время Первой, и во время Второй Карабахских войн. Бои на Джабраильско-Физулинском направлении стали одни из самых кровавых во время недавних событий. По оценкам специалистов, в Джабраильской битве 4-8 октября принимали участие от 25 до 30 тысяч военнослужащих. Именно отсюда приходили видеокадры боев, ударов беспилотников, уничтоженной и захваченной бронетехники. Вот мы сейчас на тех высотах, которые над Джабраилом, над трассой Физули-Джабраил. Вот здесь вот можно видеть были позиции тяжелой техники. Здесь вот прямо несколько увидели мы реактивных снарядов, не разорвавшихся, которые просто воткнуты в землю. Ящики от патронов валяются, обмундирование. Мы даже рассмотрели, там на армянском языке написано, видимо, бросили. Где-то ботинки и так далее. Просто следы вот того, что совсем недавно здесь были бои, их очень много. Но здесь очень ожесточенные шли бои. Это было главное направление удара. Поэтому и очень много и погибших здесь было, и потери техники и так далее. И действительно, пока еще сюда жизнь не вернулась, в эти районы. Но вот даже по тем вот то, что мы видим, какие-то мелочи, которые говорят о том, что очень, конечно, все это было кроваво. Кроваво, и действительно столкновения были очень серьезные. Джабраил в советские годы был поселком городского типа, административным центром Джабраильского района Азербайджанской ССР. И если бы не война и его очень важное военно-стратегическое положение, мало кто узнал бы о существовании этого маленького населенного пункта. В
Впрочем, употребленное мной слово «существование» — это не просто преувеличение. Оно просто не соответствует действительности. Джабраил, так же, как и окрестные села, стерт с лица земли. Мы находимся на въезде в город Джабраил. Ну, собственно, вот сзади вы можете видеть все, что от этого города осталось. Вот это место, да, не так далеко от места, которое я показывал уже, где была тоже передовая. Но вот здесь разворачивалась одна из самых кровавых таких битв, да, вот последней войны армяно-азербайджанской. Вот именно на этом месте, поэтому так много еще остатков здесь. Не разминировано, кстати. Сюда вот мне разрешили стоять вот здесь. Дальше уже идти нельзя. Простреливалось все это пространство. Здесь было очень много потерь и с одной, и с другой стороны. И вообще, ну, честно говоря, не знаю, насколько это передает камера, видео и так далее, картинка. Но вот ощущение того, что совсем недавно здесь была битва, что здесь недавно убивали друг друга люди на войне, оно просто не покидает тебя. Постоянно. Вот это ты видишь, там самое, конечно, неприятные какие-то вещи, там окровавленные, форма военная и так далее, которые здесь еще продолжают оставаться. Только-только начинают здесь приводить все в порядок. Везде военные, везде блокпосты. Поэтому, ну вот ощущение, только что вчера закончился война. Вот здесь на въезде в Джабраил было очень популярное место. Здесь собирались люди. Это вот памятник назывался «Памятник дружбы». И вот видите, вот можете посчитать, здесь 15 вот этих крантиков, из которых текло 15 струек воды. Символизировали они 15 республик советских. Ну, теперь вот какая дружба, такой памятник. Джабраил находится всего в 15 километрах от иранской границы, которая со времен Российской империи проходит по реке Аракс. На этой реке за время, пока территорию контролировали армянские войска, возникла секретная ГЭС. Это очень показательно для этого бесхозного, заброшенного состояния, в котором оказались эти земли после Первой войны. История этой ГЭС начинается в конце 1988 года, когда между СССР и Ираном было подписано соглашение о строительстве гидроузлов Хадаферин и Гыс-Галасы на Араксе. Обе стороны договорились работать на паритетных началах. Были начаты подготовительные работы по строительству. Однако в 1991 году СССР распался. Несмотря на неопределенный статус территории, Иран ГЭС все-таки построил. По понятным причинам делал он это максимально тихо. В итоге сообщений в СМИ о строительстве этой ГЭС практически нет. Невозможно выяснить, когда начались активные работы по строительству, когда была перекрыта река и, собственно, осуществлен пуск ГЭС. После освобождения территорий проблема этих гидросооружений в азербайджано-иранских отношениях стоит довольно остро. Тем более, что частично сооружения эти, в том числе створ ГЭС, расположены на территории Азербайджана. Для того, чтобы попасть на знаменитый Худаферинский мост, нам пришлось преодолеть пост иранских пограничников и заехать в нейтральную зону. Именно здесь пробитое колесо заставило понервничать и нашу съемочную группу, и иранцев, которые внимательно наблюдали с вышки за нашими действиями на берегу Аракса. Да, вот, спешили на границу с Ираном снять реку Аракс и так далее. Теперь вот стоим прямо на нейтральной полосе. Вот с этой стороны Азербайджан, а если вот зайти туда, вот с той стороны уже Иран. Вон течет Аракс, а вон там уже Иран. Мы на границе Азербайджана и Ирана. Это вот сзади Худафаринский мост. На самом деле эта граница была установлена в 1828 году после мирного договора между Россией и Персией. И вот с того времени здесь была граница. Сначала Российской империи, потом Советского Союза с Ираном, вот потом Азербайджана. Но вот пока эти территории были
под контролем армянских войск. Ну, соответственно, сюда не могли попасть члены делегации, которые с нами были, азербайджанской. Они впервые радостно увидели вот этот Худафаринский мост, который вообще считается очень таким знаковым мостом, знаковым местом для азербайджанцев. Дело в том, что с той стороны тоже Азербайджан. Как раз в 1828 году разделили Азербайджан между Российской империей и Ираном. И этнические азербайджанцы, которых по некоторым данным проживает на территории Ирана 30 миллионов, они говорят на азербайджанском языке, их называют, правда, иранскими тюрками, там другие какие-то есть еще для них определения. На самом деле это практически один народ. И надо сказать, что до советской власти, в то время, когда здесь была Российская империя, жители с той и другой стороны могли спокойно пересекать эту границу. Только вот уже в Советском Союзе установили такую серьезную границу. Так что вот это такое знаковое место, к которому мы, несмотря на все наши треволнения и приключения, вот добрались. Худафаринские мосты – две монументальные конструкции, одна из которых до сих пор используется по назначению. Вторая почти полностью разрушена. Предполагается, что 15-пролетный большой Худафаринский мост, который сохранился в хорошем состоянии, возвели еще в XII веке. Он состоит из 15 пролетов. Его протяженность составляет 200 метров, а ширина 4,5 метра. В качестве опоры в нем задействованы естественные скальные выходы. Таким образом, архитекторы использовали естественный рельеф местности. Дальше наш путь лежал вдоль границы с Ираном в еще один район, освобожденный в ходе осенней войны. Зангилан. Зангилан – это еще один район из 7 тех, которые были заняты армянскими войсками из, собственно, азербайджанской территории. Там граница с Ираном уже. Вообще наши телефоны сейчас с людьми, с которыми я приехал, с моими друзьями, они сейчас сошли с ума. У нас приходят постоянно сообщения, и нас приветствуют то в Иране, то в Армении, потому что граница тоже вот буквально в 40 километрах отсюда. Вот, то в Нахичеване, которая тоже там в 130 километрах отсюда. В общем, на самом деле вот несколько границ сюда сходятся, и совсем рядом граница с Ираном. Вот те заснеженные вершины – это уже Иран. Наверное, прозвучит ужасно, но уже через несколько дней постоянных переездов ты перестаешь реагировать на разрушенные деревни и дома, заброшенные поля и административные здания. Остается только ощущение полной бессмысленности того, что произошло на этой земле. Одна из сторон конфликта захватила территорию, выгнала практически все население, материальные ценности вывезла, окопалась и на протяжении 30 лет обрекло эти районы на полное разрушение. Объясняя свои действия обеспечением безопасности, назвав более 20% территории другого государства поясом безопасности. Несколько дней мы путешествовали, ездили по районам, которые совсем недавно были освобождены азербайджанской армией. В городах были, в селах, деревнях, ездили по дорогам. Примерно одно и то же везде. Мы видели, меняется погода, меняется немножко ландшафт, но везде это абсолютно мертвая земля. Абсолютно. Разрушенные дома. Практически мы не видели за вот этих несколько дней домов, чтобы там была крыша. В основном это там, где сейчас военные находятся. Нету ничего, да, все брошено, здесь не было жизни. Видели мы там сооруженные какие-то военные объекты и так далее, которые, использовались, видимо, для противостояния возможного военного столкновения. Но людей здесь нет. Нет людей, нет жизни. И здесь ощущение, что это вот какие-то покинутые города. Наверное, так оно и есть. Люди отсюда ушли. Почти 30 лет, которые эти земли находились под контролем армянских войск. Здесь нормальной человеческой жизни просто не было. Но вот эти земли использовались просто для
того, чтобы противостоять там своему противнику. А вот что касается жизни нормальной, человеческой, то есть даже следов ее нет. За эти 30 лет это все просто стерто. Все это превратилось вот в эти руины. Конечно, удручающее впечатление от всего этого, кошмарное. На протяжении 30 лет в Азербайджане говорили, мечтали, требовали возвращения утерянной территории. Осенью 2020 года это стало реальностью. И теперь, увидев своими глазами то, в каком состоянии находятся регионы, которые вернул под свой контроль Баку, становится понятно, какого гигантского масштаба вызов встал перед страной. Надо буквально возвращать к жизни 20% территории страны. Это потребует десятки лет и мобилизации всех ресурсов – человеческих, финансовых, политических. И это при том, что в обществе есть запрос на быстрые результаты.